Друзья, всем привет! Серферы, любимые наши бездельники, девианты, медоеды, кельты всех групп крови, короче говоря, всех, кто любит свежие, интересные, глубокие инсайды. Сегодня у нас вечер инсайдов. Наши два резидента были отправлены некоторое время назад в Вашингтон и в Нью-Йорк. Короче говоря, в Соединенные Штаты. Отработали там повестку и вернулись назад. И сегодня у нас отчетно, не отчетно-выборная какая-то конференция, отчетная, короче говоря. Отчетная конференция. Амелиан и Курсев у нас в эфире. С докладом. С докладами небольшими по поводу того, что увидели. Ну, все они не расскажут, конечно, потому что, сами понимаете. Там ничего не расскажем. Поэтому просто давно не виделись. Чуть-чуть приоткроют щелочку в мир гольфа. Больших денег, как бы, да, красивых телок там и все такое. Эй, мы женатые люди. Ну, слушай, это же не означает, что там где-то в этом красивом мире и красивые телки не ходят. Женщины, извините, конечно же, женщины, красивые, умные женщины, загорелые, все как надо, подтянутые, а не то, что мы. Значит, ночью Трамп заявил по поводу того, что даст нам томагавки. Ну, он, правда, так сказал, что, знаете, как на первом свидании, вроде даст и не даст, и все начинают гадать, повышается как бы градус, как бы, вот, стороны гадают, когда и как. И здесь точно так же. Трамп сказал максимально обтекаемо в его ситуации, и очевидно, что это является частью как бы элементов коммуникации с Москвой, которые которые не прекращаются ни на секунду. Поэтому мы, соответственно, как бы хотим от вас услышать, что вы слышали про томагавки. Про томагавки, про Вашингтон. Ничего. Где Украина, на каком списке приоритетов там находится. Потому что, ладно, давай сначала ты, потом я добавлю. Ну, давай начну сначала с целей поездки, потому что будет правильно говорить. Целей поездки было несколько. Это встречи, которые мы ранее планировали, связаны, естественно, с Украиной. То есть мы системно работаем над построением украино-американского мостика и в какой-то степени там продвигаем интересы и в интересах Америки роли и места Украины. Я напомню, что мы в феврале этого года в Америке презентовали большое исследование по расширению украино-американского экономического сотрудничества. Эта поездка была продолжением тех коммуникаций. У нас была встреча с большим количеством республиканцев. Мы побывали на закрытых нескольких встречах, ну, в принципе, даже название организации некоторых неправильно буду говорить. Последняя встреча у нас была в Бостоне, мы были на CNP, это Council of Financial Policy. Это также закрытая по приглашению встречи республиканцев, то есть регулярно, ежегодно, как правило, списки участников повестку не раскрывают. Но нам удалось пообщаться с большим количеством американских аналитических центров, которые входят в орбиту Трампа, с его персональным аналитическим центром, который, по сути, готовит для него повестку, с несколькими вовлеченными, опять-таки, в формирование повестки глобальной, которую реализует Трамп. Если говорить о тональности, ну, у нас, естественно, мы презентовали там ряд наших исследований. Это было два исследования. Одно из них это расширение сотрудничества, а второе мы начали обсуждать там сценарий будущего для Украины и ту роль, которую Украина может сыграть для решения некоторых там проблемных моментов для Америки. В принципе, восприятие было достаточно позитивное. Можно сказать, что близкие к Трампу американские аналитические центры к Украине продолжают достаточно скептично относиться. То есть для них это далеко, что-то непонятно. И русская пропаганда продолжает активно работать, потому что они воспринимают Украину как большое какое-то бельмо, которое мешает реализовывать их собственные интересы. Тем не менее, на одной из закрытых встреч несколько раз говорили о том, что вам нужно думать про формат примирения, примирять людей, думать, как это правильно сделать. Я не выдержал, все-таки сказал, что проблема в первую очередь не в людях, потому что у нас не народная война, у нас война элитарная, и война идет за территории, ресурсы, влияние, ну и по большому счету даже за историю. Вот. Ну, причем человек, которому это было сказано, это человек, который является одним из близких друзей президента Америки. Вот. Не знаю, как оно там дальше будет развиваться, но посмотрим. Вот. Ну и плюс было достаточно много обратной связи. В целом могу сказать, те встречи, в которых мы принимали участие, поддержка Украины, достаточно серьезно. Одна из встреч, на которой мы были, там выступал Кит Келлах, это спецпредставитель
президента США по России и Украине. Я, кстати, по итогам этой встречи опубликовал нотатки, которые делал у себя на Фейсбуке. В целом, там кто-то оценивает его как влиятельного, кто-то как невлиятельного. Здесь я не буду оценивать. Я считаю, риторика, в которой он выступал, она была достаточно сильно проукраинская и с достаточной степенью оптимизма относительно поддержки Украины и завершения войны в формате не ущербном для нашей страны. Вот очень аккуратно подберу выражение. Это если очень коротко. Мы были буквально 4 дня. Вот. Большая часть встреч у нас была в Вашингтоне, культурной программы у нас было немного. Мы были в Украинском доме, познакомились с новым послом Украины, пообщались с предыдущим послом Украины. Вот. Ну и плюс был ряд неформальных встреч с большими друзьями Украины. Не очень публичными людьми, но достаточно влиятельными. Угу. Это если коротко. Я общался с одним человеком, который тоже только что вернулся из Вашингтона, и он общался там и в Белом доме, и в Госдепе, и там в ряде других институций. И ключевое наблюдение, вот, которое он мне сказал, это то, что например, в Госдепе не знают практически там, о чем думают в Белом доме, потому что коммуникация редкая, отрывистая и только там стопами. Ну, что на самом деле напоминает там ситуацию у нас, когда есть офис, есть Кабмин, есть парламент, и между ними какая-то там... А на каком уровне он в Госдепе общался? Ну, на достаточно высоком. Потому что мы тоже были в Госдепе, мы общались с департаментом, который отвечает за Восточную Европу, за Украину в частности. Ряд интересных инсайтов для себя услышали, но коллеги больше слушали, чем спрашивали. Единственное, что это мы внутреннее наблюдение. Их, понятно, интересуют планы по будущему Украину, и мне кажется, их очень сильно напрягает активность Китая в нашем регионе. Вот, она начинает проявляться, и это больше триггер, чем условно война в центре Европы. Я не могу сказать, что Госдеп не знает, что делает Белый дом. По крайней мере, встречи, на которой я был, они были хорошо проинформированы. В частности, мы обсудили будущее проектов, которые раньше финансировалось USAID. Часть проектов продолжится, на самом деле. Они просто будут иметь другую систему организации финансирования. Но у меня другая картинка. То есть они в курсе, у них есть повестка, у них есть понимание вектора. Угу. Хорошо. Нью-Йорк. США, Куртев, Генассамблея ООН. Как это взаимосвязано? Я на самом деле не понял, к чему ведет Толик. Был, повстречался, презентовал. А какие вот основные тезисы, которые нас касаются вообще настроения, плана и так далее? Вот можно как-то это систематизировать? Тебе не понравится. Да? Украина в перечне приоритетных вопросов США находится в конце десятки. Это плохая новость. Мы в конце, хорошая новость, мы в десятке. Вот. Более активная работа с американскими интересами позволит нам вырасти в этом рейтинге. Мы не дорабатываем в формате проектов, которые мы должны готовить и презентовать, которые могут иметь совместный интерес. Вещи, на которые, или тезисы, на которые в процессе диалога реагировали мега позитивно и в Госдепе, и республиканцы, и встречи с другими авторитетными влиятельными, которые была, это Украине не нужны, условно, бесплатные гранты, деньги американских налогоплательщиков, нам нужны совместные глобальные проекты, которые будут выгодны двум сторонам. Это тезис, которым им идеально заходил. Другое дело, что мы как государство им практически не предлагаем проекты. Мы эти проекты, как аналитический центр, показали определенную палитру в том исследовании по расширению украино-американского экономического сотрудничества, но это не все проекты. Мы показали только 4 трека. Треков гораздо больше. Напомню, у нас был отдельный блок по агросектору, был по ГМК, где на самом деле русские сегодня имеют, россияне, правильно бы сказать, россияне имеют более комфортные условия допуска на американский рынок, нежели украинские компании. Вот. Третий блок, который их мега интересует, это критические материалы. Минус в чем? Практически никто не видит в Украине глубокую их переработку. И последнее, это понятно, Defense Tech. Но когда мы говорим про Defense Tech, всех интересует доступ к украинским ноу-хау и технологиям, но мало кого интересуют совместные компании для того, чтобы масштабировать вместе с украинцами большие производства.
Я, по-моему, сказал уже более чем должен был сказать. Европа в большей степени заинтересована, потому что сегодня как раз стало известно, что Дания и Украина подписали меморандум о том, что фактически уже происходит разворачивание совместного этого военно-производственного кластера. И, собственно говоря, Дания уже пошла по пути создания таких сложных цепочек. Потому что... Дания умнички, потому что другие страны, я встречался с несколькими представителями двух европейских стран, которые находятся в активном поиске украинских производителей вооружений, причем достаточно известные, не буду марки называть, чтобы никого не пугать. Но их не интересует joint ventures, их не интересует создание совместных предприятий. Говорят, нам необходимо купить 1-2 образца продукции, которые мы себе привезем. Ну и понятно, дальше они их планируют разобрать. Была у меня также встреча в Украине с представителем крупной американской R&D компании, которые говорят, мы готовы бесплатно для украинских разработчиков тестировать различные устройства, решения, но причем бесплатно. Мы же понимаем, бесплатно это в мышеловке. То есть, когда ты на их оборудование тестируешь свои решения, ты, по сути, бесплатно им отдаешь детальную информацию, которую они могут скопировать и применять для себя. Украина стала сегодня одним из центров промышленного шпионажа. И все пытаются у нас максимально спылесосить технологии и решения. И у нас нет никакой концепции защиты от этих процессов. Да, мы только вчера президент озвучил, что мы открываем экспорт, но мне бы хотелось, чтобы в Украине были созданы дополнительные условия. Да, у нас там приняли закон про Defense City, некий там немножечко искаженный аналог DIA City. Но это не создает условий для того, чтобы в Украину приходили миллиардные инвестиции в строительство новых производств, которые будут производить огромное количество продукции для поставок по всему миру. Все хотят вывести отсюда и производить где-то еще. И на самом деле там Дания, там же кейс не в Украине производство, там производство в Европе украинских технологий. Так, естественно, здесь ты не можешь развернуть производство двигателей ракетных, потому что, Да. во-первых, это опасно, во-вторых, это сложно. Ну, смотри, не все производства являются такими сложными и опасными, но тем не менее мы постепенно теряем свой промышленный потенциал, потому что вместе с этими производствами туда переезжают инженеры, они перевозят свои семьи, и по большому счету это уже не украинская компания, а европейские, которые имеют европейскую юрисдикцию, там они платят налоги, а Украина является потребителем продукции, произведенной в другой юрисдикции, за которую платят валюту, которую не печатают, а которую, ну, в лучшем случае занимают, потому что у нас отрицательная салда торгового баланса, и мы, ну, скажем так, не имеем достаточно ликвидности иностранной валюты. Ну, либо это валюта там, того же Европейского Союза, который сам себе платит для того, чтобы решать проблемы безопасности. Да. Виктор Куртьев, ваш выход на сцену. Итак, атмосфера. Была напряженная. Значит, я был, получается, значит, Толик с командой был в Вашингтоне на неделю раньше меня. Я был в Нью-Йорке там с воскресенья по субботу. И я был на неделе Генассамблеи ООН. Вот. Ну, так совпало. Был я совершенно по своим коммерческим проектам вот, в миру, так сказать, в свободное, значит, отхождение по YouTube-площадкам, значит, время и по разной там соцвоенной там нагрузки. В миру, значит, я вообще занимаюсь энергетикой. Вот я собственник и руководитель группы инжиниринговых компаний. Вот, и кроме там, большого количества там, работ, услуг, иногда очень специфических, которые мы делаем для рынка, мы являемся, скажем так, крупнейшим девелопером энергетических проектов в Украине. У нас есть, ну, у меня есть свой, скажем так, портфель ready to build проектов, готовых к стройке, то есть там, где есть земля с собственности, целевым назначением, земля энергетики, где есть все присоединения, есть проектные решения, есть экспертиза, разрешение на строительство и так далее. Вот есть портфель, который у нас находится в девелопменте на разных стадиях жизненного цикла. Вот где-то там ready to build ожидаем к концу года, где-то и так далее. Вот последние 3,5 года, пока, значит, летают дроны и ракеты, все, что касается реальной стройки, это, как правило, децентрализованная генерация, то есть то, что не имеет смысла бомбить. Это либо солнце плюс батарейки, либо просто батарейки, либо газопоршневая генерация. Небольших мощностей, там по 2,3, 4,5, там какой-то набор, значит, машин в каждой локации, но небольших мощностей. Вот такие проекты сейчас востребованы, потому что они обеспечивают там резервирование там, для промышленных, например, там, потребителей и так далее. Значит, главный фактор, почему не реализуются крупные проекты,
а такие у нас есть в портфеле, это отсутствие страхования политических и военных рисков. Мгм. Вот. В Украине есть два прецедента, один маленький, один большой. Вот. Вот. И тот, который вот большой, в прошлом году американская DFC застраховала один проект ветроэлектростанции в Одесской области, по которому мы в том числе как бы девелопер. Вот. Поэтому у меня была такая достаточно плотная неделя, вот, но это как бы инвестбанкиры, управляющие family офисами инвестиционными американскими, распространенная, скажем так, не банковская форма вообще финансирования до 100% проекта. Очень интересные условия бывают иногда, да. Вот, это, значит, как бы DFC, американский Eximbank, ну и так далее. И поехал я туда с нашим портфелем проектов там, на 350 миллионов долларов, в котором было несколько кластеров, там солнышко, одна крупная батарейка, значит, маневренная газовая генерация и один ветер. Вот на 350 миллионов долларов такой, ну, почти готовый проект. То есть ты поехал за инвестициями? Да, я поехал за инвестициями. Значит, если говорить чисто про коммерческую как бы составляющую, просто выделяется. Я не приехал с таким проектом, но я вижу, что на него есть колоссальный как бы запрос, потому что мы по ходу уже как бы договорились. Сейчас после поездки у меня есть как бы домашнее задание. Ну, самый востребованный у них тип проектов это AI дата-центры. Угу. То есть они находятся в парадигме гонки искусственных интеллектов. Вот. По экспоненте, значит, растет спрос на вот эту процессинговую мощность для AI-приложений. Вот. Соответственно, это очень энергозатратная как бы история, потому что любой дата-центр, он должен на хвосте, может рядом или не рядом, или в энергосистеме на том ее конце, должна быть соответствующая новая энергетическая мощность, которая обеспечит его потребление условно ровным графиком. Круглый год, непрерывно. Среднее потребление энергетики с средним дата-центром какая? Ну, для понимания. Нет, так это зависит от твоего проектного решения. Это может быть и 100 мегаватт, и 1000 мегаватт, и так далее. Это отдельная... Ну, это к тому, что врезка в существующую там сеть невозможно в принципе, потому что она не рассчитана Нет, на она потребителя. возможна, но есть еще условия стоимости электроэнергии. Мгм. Да? Вот, поэтому вот каждый инвестбанкир, вот о чем бы ты с ним ни говорил, он говорит, а что у тебя есть предложить по энергетике? По дата-центрам? Да, потому что энергетика это вопрос на хвосте. Вот, потому что фактически соревнование, вот эту вот гонку искусственных интеллектов выиграет тот, кто выиграет энергетическую гонку. Это взаимосвязанные вопросы. Без этого вот никак просто. Вот просто Можно никак. немножко уточню? Не столько энергетическую гонку, сколько стоимость костов. Потому что энергетика это один из типов костов. Важно, в какой юрисдикции у тебя находится дата-центр. У тебя штаб-квартира может находиться в Силиконовой долине или там или Налоговая политика, Сан-Франциско, условно, стоимость да? чипов, последние типы чипов, они становятся чем дальше, тем больше энергоэффективными. Поэтому тут это экспоненты, с этим тоже работает производитель. Есть еще одно наше ноу-хау. Потому что когда вот это у меня было много разговоров с разными товарищами на предмет дата-центров, значит, с кем-то там в баре в час ночи, вот, и на салфетке пришлось ему, значит, нарисовать наше ноу-хау, нашу тепловую как бы схему, каким образом, то есть какое вот типовое решение мы предлагаем, когда мы ну вот дата-центр, который, например, там 100 мегаватт или 500 мегаватт или 1000 мегаватт, да, и ты еще должен его обеспечить гарантированно круглый год, и еще условно по желанию 6 центов за киловатт-час. Вот 6 американских центов за киловатт-час это достаточно низкий. Очень низко по американским меркам даже. Очень низкая стоимость. Потому что, ну, если брать вот Украину сейчас, то это фактически сделать невозможно. Потому что у тебя, даже если ты построил свой узел 330 киловольт и подключаешься напрямую к сети системы передачи, то есть к сети Укрэнерго, минуя облэнерго и его тарифное распределение, у тебя все равно там 2 цента составляет только составляющая диспетчеризации и передачи, грубо говоря, да? А 4 цента обеспечить базовую стоимость электроэнергии Невозможно. еще с какой-то маржинальностью для производителя на том конце, это фактически невозможно. Ты хочешь сейчас в эфире ноу-хау рассказать? Я просто Нет, его знаю. я не хочу его рассказать. Не надо. Вот, но когда на простой схемке значит, мы рисуем вот это вот как бы ноу-хау и говорим, что ребята, окей, 6 центов невозможно, но при условии, что вы охлаждаете электроэнергией.
А вот если вы охлаждаете не электроэнергией, то это возможно. И не за 6, а, например, за 4. И схема вот такая. У них начинают трястись руки. То есть говорит, а ты можешь, типа, все устраивает, все договорились, решили, все устраивает. Но ты можешь 100 мегаватт? Я говорю, могу. Ну, ты извините, тут же вопрос в том, что это не обязательно делать в украинской юрисдикции, а нам интересно это сделать здесь. Ты можешь 100 мегаватт каждый месяц? Я говорю, могу. А ты можешь 1000 мегаватт, я говорю, вот, ну вот так вот. Так, это было в час ночи, в баре. 10, не, было много разговоров. Вот по 100 мегаватт каждая очередь, вот 10 очередей, 1000 мегаватт. Я говорю, могу. А я задаю встречный вопрос, а ничего, что это в одном месте? Вас не пугают? Прилеты, вот, да. Ракеты, дроны, там, говорит, нет. И тут сейчас будет самое интересное. Нет, нет. У нас все, если ты делаешь, мы приходим к системе из DFC и так далее, вообще вопросов нет, как бы иди работай. Я говорю, подождите, стоит этот пароход, например, там, $1,5 миллиарда, да? Какой у вас стоимость за ready to build, вот сметной стоимости проекта? Например, 7%. Ну, несложным вычислением я примерно прикинул свою маржинальность девелопера в 2000% за 9 месяцев. Вот, и я вообще говорю, это могу до бесконечности тиражировать какую-то логику вот, в Украине. Поэтому есть большое домашнее задание, с которым мы приехали. Вот. Ну, то, что я хочу сказать, тренд, который важен, это дата-центры. Вот. Они находятся в парадигме гонки. Значит, вот, они находятся в другой парадигме, в военной как бы, гонке с Китаем уже, да, потому что кроме моих коммерческих встреч, вот на неделе так, опять же, так совпало. Вот просто у меня получалось приехать в эту неделю. Да, и ну, это совпало с Генассамблеей. Вот туда же там съехались там 150 разных лидеров государств и значит, руководителей правительств. Вот, туда приехали все их свита. Вот, и у меня ну, автоматически получилось с многими нашими как бы, ребятами, которые были в это время в Нью-Йорке, провести встречи с американскими нашими коллегами, с друзьями с их разведсообщества, с друзьями моими с их, скажем так, ЧВК-сообщества. Вот. Вот второй тренд, вот, и вот так вот, если вот обобщить это глобально, да, то они где-то медленно, неповоротливо, значит, ржавые шестеренки в их механизме начали как бы крутиться. Они начинают готовиться к войне с Китаем. Это уже ну, вербально формулируется. Это вот как бы второе. Они делят на своих, чужих, где вы в этих будущем, в этих блоках. Да? Мы где? Ну, где мы, я не знаю, я пока не определяю политику этой страны, но я хочу, чтобы мы были восточным форпостом западного блока. И все как бы, свои как бы, коммерческие проекты, в том числе масштабные, миллиардные, стратегические, мы позиционируем именно с этой точки зрения. Дальше. Есть задачи их ЧВК, вот есть спрос на рабочую силу. Вот их ЧВК создают спрос на рабочую силу уже десятками тысяч человек в Украине, потому что есть куча объектов по миру, где они уже присутствуют. Значит, и это критические материалы, это сырье энергетическое и так далее. Вот все, что вот они декларируют по редкоземелы, про то, это имеет место быть. А значит, есть Украина тоже в фокусе. Последовательная политика, значит, администрации, соответствующими командами по всех им, значит, цепочкам и так далее. Вот абсолютно прослеживается как бы этот тренд. Значит, Украина, ты прав, но я не знаю, там она, значит, в десятке как бы или не десятке, вот, но это как бы точно не приоритет. Есть еще один откровенный как бы тренд, это их внутренняя борьба. Вот Трамп лично, его администрация увязла в внутренней борьбе, вот внутренней борьбе. Это вообще вопрос номер один. Вот борьба с демократами, значит, с мигрантами, воплощение абсолютного зла, значит, и сатанизма в высшей степени. Вот это вот, ну вот оно вот где-то вот там, да. Вот вся правоохранительная система США имеет соответствующие ГБ команды, значит, они работают по всем. Десятки, там буквально каждую неделю арестовывается какой-нибудь
начальник прошлой администрации. Там по бывшим руководителям всех структур, там ФБР, значит, ЦРУ и так далее, значит, уровня руководителей, уровня заместителей, у них у всех куча уголовных дел, и каждую неделю кого-то закрывают. Ты же помнишь, буквально недавно бывший руководитель ЦРУ, который в Украине читал, в том числе с нашим институтом работал и читал лекции, его тоже догнали. Ну вот смотри, еще раз. Пэм Бонди. Коми. Да, Джеймс Коми. Коми в том числе, да, бывший директор ФБР. ФБР, Значит, только не ЦРУ. ФБР. Точно. ФБР. Значит, Пэм Бонди, генпрокурор США, имеет эту команду. Значит, Кеш Патель, директор ФБР, значит, имеет как бы эту команду. Даже говорят, что дед очень хочет посадить лично Сороса. Ну, старенький. Соросу 95 лет. Значит, 95 на 95. Сорос ягодка значит, опять. ну, по американскому законодательству сроки вообще говоря суммируются. Вот, и можно в 95 получить 300 лет тюрьмы. Вот, значит, и это на полном серьезе. Это на полном серьезе. Поэтому меня, безусловно, интересовала Украина. Там на разных встречах мне там через запятую перечислили штук 15 украинских политиков, действующих и беглых, прошлых. Там есть все. Перечислили в каком контексте? В контексте уголовных дел, в которых они фигурируют. В американских? В американских. В Ага. американских. То есть, ну, например, там, значит, всем известно как бы дело Буризма, да? Но дело в том, что Байден там за 2 дня до окончания как бы срока осуществил Дембельский аккорд и помиловал всех членов своей семьи, по-моему, там 8 человек, в том числе Хантер Байден. Было. И Хантер Байден, вообще говоря, не подсудный за все, что он сделал в прошлом. В будущем нет, а вот в прошлом да. Есть там второй по делу Буризма еще фигурирует как бы человек, он сотрудничает как бы со следствием. Вот. Поэтому как бы, а кого-то садить надо. Вот. И есть, ну, запросы в украинскую сторону. То есть они ходят там, я знаю, что многие люди с украинским гражданством постоянно ездят туда, согласились на сотрудничество со следствием и дают показания. На всех, на старых, на действующих, на этих и так далее. То есть это вот реальный кейс, над которым системно работают американцы. Более того, их это интересует только с точки зрения использования тех или иных, значит, аргументов в американской повестке. Ну, условно, какой-нибудь украинский негодяй, который там 15 лет назад что-то украл, и чтобы сохранить то, что он украл, и коррумпировал какого-нибудь американского политика, вот если он идет сейчас на сотрудничество со следствием и сливает американского политика, он получает как бы иммунитет. И не интересует его, что он украл, значит, и никто не просит никуда ничего вернуть. Только внутриамериканская повестка вот этого жесткого конфликта имеет значение. Вот такой очень интересный как бы тренд. Вот. А пока Украина вообще не приоритет, на любой мой вопрос, а что с послом? Ну там поменяли, ладно мы, а ваш тут? Ну вот, USAID нет. Теоретически посольство должно подхватить часть этих проектов. Ну такое вот решение, да, что вот Госдеп напрямую будет там по миру, значит, оставшиеся в пуле как бы проекты как бы двигать. Да? Какой механизм вот, по Украине? Какой механизм? Что с послом? Не приоритет. 100 с лишним стран не имеет новых послов. Вообще не приоритет. Вот. А как сделать это приоритетом? Вот. Ну, механизм понятен. Надо удачно зайти к деду с каким-нибудь правильно сформулированным вопросом. Дед должен дать отмашку. И в тени этого вопроса можно много чего решить. Потому что вот все люди, которые вот... Я ж активно бегаю с февраля месяца. С проектами, с ними, ребята, криво-косо, проголосовали вот эту конструкцию ресурсного соглашения, к примеру, да? Его надо наполнять реальными проектами. У вас есть, значит, право штата Делавар, по которому идет арбитраж по этой нормальная, понятная вам конструкция. Ребята, давайте это наполнять живыми проектами. Вот проект раз, вот проект два, что вам надо? Давайте Халибертон, давайте сюда, блядь. Вот нефтегаз. Новый адекватный руководитель нефтегаза, к примеру, там, товарищ Корецкий. Даже в Риме там были определенные как бы, встречи, в том числе там я организовывал. Вот. Много чего есть. Не взлетают. Потом, есть предубеждение, личное отношение Трампа и Зеленского. Вот, он считает Зеленского виновным в его импичменте 2020 года.
на излете первого срока. Насколько основательно, корректно эти его там предположения? Он его органически просто... Ну смотри, это ему кто-то это подвел, реально были какие-то Я не знаю, факты? Но я так понимаю, в Белом Ну доме... что американцы об этом говорят? Я вот с этой В стороны. Белом доме, скажем так, нету демократии. Вот есть как бы один Трамп. Да, мне человек так сказал, говорит, у нас сегодня император, Да, который император. контролирует все, Да. и слово против Вот, и невозможно. все, вот, скажем так, мои визави вот, из разных сфер, там, из бизнеса, опять же, из разведсообществ, и других, с которыми я пытаюсь построить что-то стратегическое. Говорю, ну это же очевидно. Вот смотри, ну вот это же очевидно, вот это ничего очевидно. Он Смотри. говорит, подожди, говорит, Да. скоро у нас будет новый электоральный цикл. Вот немножечко подожди еще. Он отвечает не так. Смотри, надо, чтобы попросили. Потому что если ты приходишь с предложением, то есть большая вероятность, как бы секир башка. Вот все, кто... Вот было 4 группы людей, которые обеспечивали коммуникацию между Украиной и как бы США. Мгм. Вот после, вот когда вот в овальном кабинете был тот скандал, Зеленского и так далее, вот 3 группы зачищены полностью. А вот эти те, кто остался вот этой вот как бы 4-й, вот, сидят тихо, значит, не отстреливают. Вот сказали ЧВК, значит, не знаю, там в Ливии, потому что там есть урановый концентрат, который еще Каддафи там 40 лет назад, значит, назвал. Вот это мы разворачиваемся. Вот есть такая задача. Есть задача, будет задача там на Украину. Быстро все сделаем, у нас все готово, понятно и так далее. Но прийти туда, что-нибудь сказать и попасть под раздачу, реально бояться, как просто как это самое. Короче, Трамп однособно фактически рулит. Абсолютно. И более того, у него есть свои приоритеты. Это они связаны с его личной выживаемостью, внутриполитическим как бы, раскладом. Поэтому как Украину сделать приоритетом, это задача как бы со звездочкой. Но если найти этот ключик, вот, я вижу, что оно может мультиплицироваться. Давай попробуем подумать, очень каким быстро. может быть этот ключик. Что это может быть за ключик? Ну, я над этим думаю. И это не коммерческая история. Коммерческую историю мы постараемся сделать. Та, которая вот им интересна. Вот. Причем это фактически, например, если говорить про AI-дата-центры с энергетикой на хвосте, это фактически кластер проектов, который может стать в авангарде новой волны индустриализации Украины. То, о чем мы говорим постоянно. Ну, с учетом того, что мы в этом году вынесем в парламент законопроект по микроэлектронике, для того, чтобы в Украине все-таки вернулись в этот сектор, это идет хороший мэтчинг этих двух идей. Вот, потому что фактически этот рынок безлимитный, да, потому что тебе не нужна инфраструктура, у тебя какое бы у тебя ни было материальное производство, но не услуга, да, а материальное производство, у тебя всегда стоит вопрос логистики до твоих рынков. И это всегда значительная как бы, часть себестоимости, если ты говоришь про материальное производство. Здесь в данном случае твоя логистика это оптоволокно, которое приходит в твой дата-центр, да, и ты продаешь на весь мир, и рынок твоей процессинговой мощности, который удваивается каждые 2 года, он не ограничен. И в ближайшие там 20-30 лет он будет по экспоненте продолжать расти. Скорее всего, квантовые компьютеры резко изменят отношение сектора. Мы бы с тобой поспорили, я в них не верю, но это отдельный длинный разговор. Всеукраинский молебен за Трампа сработает? Тут зрители пишут. Всеукраинский молебен за Трампа сработает. Одна из моих встреч, ну таких как бы не то что случайных, значит, но вот таких продуктивных, это с Марком Бернсом, это личный духовник Трампа. И что-то типа начальника совета пастырей разных вот евангелийских значит, церквей. Да? Это одна из, скажем так, ног вот эта религиозная нога, на котором стоят консерваторы. Вообще, Ну, уже, кстати, после посещения Украины очень много стал публично выступать о том, что нас обманывают. Он же недавно был вообще-то. Да, значит, так он же очень был. У меня эфир с ним сорвался, у меня просто не было. Он был весной. Вот, а до этого мои друзья за день до моего приезда в Вашингтоне делали форум, на котором как бы он был, да.
Я в интернете завирусилось его последнее видео по поддержке Украины. В общем, такой живой, очень прогрессивный, значит, очень хороший оратор, как и все, значит, протестантские, значит, пастыри. Вот. У нас была официальная часть в церкви, у нас был неофициальный ужин в итальянском ресторане, который вот закрыли для его и для его гостей отдельно. Вот. Очень прогрессивный как бы дедок. Ну, так, дедок, он моего возраста. Значит, выглядит, да. просто чуть хуже. Да. Вот он сказал фразу такую. Я говорил, ну, он ее повторил как бы на встрече, до этого он ее сказал тогда в субботу в Вашингтоне, ну, на нашем вот этом форуме украинском, что я поговорил с президентом и сказал ему: Дональд, России надо дать 10 дней на финальный ответ по миру, вот берет она мирный трек как бы или нет, да? Вот. А если этого не случится, то Соединенные Штаты Америки должны показать всему миру, в том числе России, кто главная военная сила на этой планете. Конец цитаты. И ровно через 10 дней во вторник собирались вот в Пентагоне. Трамп приехал в Пентагон, собрал там 400 генералов. Я помню, отслеживают индекс пиццы вокруг Пентагона, там где резко растет спрос на пиццы, когда проводят такие совещания. То есть настрой у него такой. И в принципе, я думаю, что чем более такая недоговороспособная позиция у России, и чем больше они времени тянут, и вот тем злее Трамп. Да, и тем больше людей в ближайшем окружении Трампа, которые начинают занимать, даже это может быть даже не проукраинская позиция, это проамериканская позиция, но если мы как бы говорим вот так, потому что, ну, давай так, тот контур договоренностей, которые не состоялись в апреле, ну, американские там, пункты для Украины, да, но для нас, для нашего коллективного бессознательного, это было бы очень больно. С потерей территории частично, как бы, и так далее. Это было очень хорошее предложение для русских. Очень хорошее. Вот. Но они решили пойти, значит, на новый цикл, там, летнее наступление, еще что-то. Знаешь почему? Вот. Почему? Мы делали аналитику, тут на самом деле можно по-разному относиться к результатам, но у России по большому счету не так много вариантов. У Путина, в частности, давай так, разделять Путина и Россию. Заморозка конфликта в любой момент времени, она не дает возможность восстановить российскую экономику. Санкции быстро сняты не будут, даже если не будут сниматься, это будет какой-то инерционный процесс. Но 40% бюджета сегодня тратится на войну. У тебя с фронта вернутся сотни тысяч людей. Скажем так, знающие люди говорят, что единственный пункт, самый главный, из-за которого они не договорились, потому что российская сторона пыталась требовать от Трампа решить вопрос европейских санкций с Европой. И разморозка денег. Да, я про свои могу сказать, а про европейские не могу. Они же начинались вообще с 2014 года за Крым. Там же основные санкции вообще за Крым. Давай закончу. Так вот, остановка войны, заморозка, она приведет внутри России к экономическому и социальному коллапсу. Сегодня я, когда анализирую новости по России, я не смотрю официальную статистику, я смотрю, как раз собирают там региональные новости, что происходит или в секторальные, или региональные. Катастрофически растет преступность в регионах, где возвращаются демобилизованные. То есть это абсолютное, знаешь, такое дикое стадо, тем более там же в армию прошло у них много зэков. Преступность выросла катастрофически. У людей, опять-таки, есть ПТСР. А внутри ситуация в России перестала быть стабильной с экономикой. Проблемы экономически нарастают. Самые крутые санкции вводят наши военные, наши спецслужбы. Это уничтожение энергетического сектора. А уже там, порядка 30 регионов России испытывают дефицит. В отдельных регионах уже появляется дефицит продуктов. Поэтому остановка войны сегодня, она не дает возможности в ближайшие 2 года восстановить экономику. Рано или поздно там будет коллапс. А продолжение войны, это, по крайней мере, контролируемый процесс удержания Путина у руля. То есть, если для него просто сравнивать два матюкаса, можно в эфире или нет? Можно. 2 пиздеца, если для него сравнивать, продолжение войны для него это чуть меньше пиздец. Поэтому они хотят продолжать. Именно поэтому они поднимают ставки, поэтому объявляют мобилизацию, потому что как только будет остановлена война, время каденции Путина у руля России, оно будет исчисляться месяцами. Нет, у них есть еще третий вариант, в который, по всей видимости, они как бы верят. Это
когда Победить невозможно. украинский фронт реально надломится, Нет, рухнет, это условно. невозможно. Нет, секунду. Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том, что они, по всей видимости, в это верят. Потому что вот то военное крыло, которое сорвало весенние переговоры, секунду, оно подняло ставки за секунду, наступление. секунду. Значит, есть военное крыло, условно, во главе с товарищем Герасимовым, да, и вниз, где продолжение войны для него жизнь. это жизнь. Это в прямом смысле жизнь, да, потому что Он живет, пока они идет понимают, есть Шойгу, который пока жив. Есть там штук 20 человек, его там замов из его бывшего окружения, которые просто сидят в тюрьме сейчас, да, идет полная, они потеряли все, полная зачистка, конфискация и так далее, да. Они понимают, что в их случае это будет вот любая остановка войны, и когда ФСБ серьезно займется всеми провалами, этим самым, то им не жить, они это понимают, да. Поэтому для этого это вопрос безусловно жизни. Подтверждаю, то есть это не только Путин, но и военное крыло. Поэтому это сложная конструкция, но по всей видимости, вот эта система управления, да, деформированная, когда у тебя, например, внизу полный пиздец, низы докладывают там, среднему уровню, вышестоящему начальству, что ситуация сложная, но контролируемая. Эти докладывают еще на более высокий уровень, что в принципе ситуация как бы не совсем нормальная, сложная и полностью контролируемая. скоро победа, блядь. Значит, эти докладывают, что вообще через 2 недели, блядь, а в Кремле какая-то искаженная картина мира, они, наверное, вот откуда взялась вот, когда пришел Белоусов год назад, министром обороны, да, вот, значит, ошибаться можно, брать нельзя. Да, вот, и потом все блогеры вот уже год об этом говорят, что вот как же если вы продолжаете врать, вы же все врете, вы все врете. Так вот тут, на самом деле, война бы не началась, если бы Путину не наврали о том, конечно, что тут его ждут. Конечно, именно так. То есть, более того, это вот искаженная вот эта вот картина, поэтому я не исключаю, что там на самом деле думают, что Украине осталось там 2-3 недели. И они продолжают давить. И это тот способ дезинформации, с которым вот это вот военное крыло постоянно срывает любые мирные инициативы и так далее. Поэтому, если бы это реально случилось, и они бы там, не знаю, форсировали Днепр, и лавинообразное обрушение фронта, и большая реальная победа, которую можно продать, да, это сохранило бы за счет перемалывания новых ресурсов, новых людей и так далее. Да, они бы в коллапс не это самое. Ну, это скорее невозможно. Учитывая, что мы пропустили тот момент, когда мы могли нанести России военное поражение на поле боя, это условно был там первая половина 23 года. Вот если бы в 22-м и в начале 23-го, когда мы для перестройки остановились после Херсона и дали им там 4-5 месяцев, чтобы сделать вот эти 3 линии Суровикина в запорожском направлении, потому что самое логичное это было просто на Мелитополь разорвать. Срезать, да, сухопутную логистику. Выйти до Азовского моря, рассечь группировку, потом у этих выборов бы не было, они бежали в Крым, те бежали бы в Ростов. Вот если бы вот там Украина получила все оружие, которое просила, смотри, немножко раньше, умными не будем. Умными, но мы потеряли тот костяк. Вот, он стерся просто. У них тоже он стирается. У нас он стерся, который мог это сделать. Значит, мы ушли в долгую. Сейчас у нас только одна стратегия. Да, мы констатируем, что мы не можем нанести России военное поражение на поле боя. Вот, хорошая новость в том, что они тоже. Соответственно, в этом режиме ситуации у нас наше узкое место это люди на передовой, их узкое место это деньги, ресурсы. Потому что они воюют за свои, а мы за чужие пока. Поэтому самая правильная стратегия это максимальное насыщение дронами и прочими, то есть исключением людского фактора, создание киллзоны по всему периметру линии соприкосновения, для минимизации наших потерь. И держаться. Вот стоять просто и держаться. Да, вот. А в режиме не снятых санкций, дальних ударов уже оружием украинского производства, дронами и, дай бог, ракетами, крылатыми, и выноса их инфраструктуры, портовой, логистической, энергетической и так далее, и так далее, и так далее. Вот я чувствую, что уже вот где-то месяц назад, наверное, вот эта вот кривая пошла снова в нашу пользу. И вот если мы застабилизируем фронт и уйдем вот в эту новую длинную волну, до конца года будет результат. В принципе, им должно быть очень больно и очень плохо. Им уже сегодня очень больно. Вот, и во всех наших дебатах я по поводу России был самым большим оптимистом, с хорошей, вы помните, да, я говорил, что у них заканчиваются деньги, у них нет.
Фонд национального благосостояния – это дутая история. Формально там 11 триллионов рублей. Реально ликвидных средств уже меньше 2 Да, триллионов. потому что там львиная доля Значит, это юани были, которые не знают, куда дефицит деваться. бюджета 2025 года текущего по году будет 8,5, почти 9 триллионов рублей, а не 2, которые был в бюджете первоначально. У них нету денег. Напечатают. У них, еще раз, не работает уже эта печатная машинка. Уже, когда у тебя 3 года подряд экономика не растет, те 2-3% это дутая история. Реальная экономика падает. Военные отрасли немножко подросли, гражданские упали сильно. Значит, что такое экономический рост? Это когда ты в номинале, например, 24 год, берешь в номинале в рублях, множишь на дефлятор ВВП и берешь рост к 23 году, 25 к 24. Так вот, этот дефлятор ВВП это дутая история. Если официальная инфляция у тебя 9,5%, реальная, блядь, 25%, то дефлятор ВВП у тебя на 15 и скажу. Поэтому у них не экономический рост на 2%, а экономическое падение. А если у тебя за то же самое время, значит, денежная масса рублевая по агрегату М2 к их ВВП выросла в 2 раза, то эту инфляцию, блядь, куда ты ее не консервируй, она все равно лезет со всех дырок. И для того, чтобы пойти в новую длинную волну, значит, им надо сделать 2 вещи. Значит, они не вытягивают коммерческую мобилизацию, им надо сделать принудительную, это первое решение. Второе, это заморозка вкладов банковской системы, их порядка 65 триллионов рублей в ней, Направление для на того, войну, да. чтобы дать возможность продолжения целевой рублевой эмиссии. Без этих 2 решений продолжать невозможно. Это решение октября месяца. Вот Смотри, оно должно к быть или не мобилизации быть. они вроде бы готовятся, а по Да. заморозке пока тишина. Да, инфраструктуру под мобилизацию они делают. Это и переводка военкоматов в круглогодичную работу, и круглосуточную, я так понимаю, что 365. Ну, это 24 просто на потому, 7. что Путину и его окружению выгоднее продолжать войну, потому что чем дольше они продолжают, тем дольше они рулят. То есть вопрос их конца, он в принципе уже решен. Он может быть чуть раньше или чуть длиннее. Вот они Да, просто стратегической продлевают плоскости, конец. Да, смотрите, вот реально. Ну, же не только, у нас же есть хорошие новости еще. Да? Ты сначала, на концептуальном уровне они проиграли давно в момент нападения на нас. На стратегическом уровне они уже проиграли. На оперативном тактическом мы пока как бы этого не видим. Где-то там из последних сил, где-то может там ползут на пару километров в день, значит, квадратных там, и так далее. Да? Но это обязательно придет. Да? Вот, они проиграли. Вот у них уже внутренний надлом их машины, вот это военной, он произошел. Если мы еще раз не рухнем, а рухнуть мы можем только по внутренним своим причинам, мы, потеряв единство, при всех нюансах, как бы мы не относились как бы к этой власти, значит, противопоказано ее как бы шатать. Вот если мы вот в таком режиме просуществуем там 6-9 месяцев, то к лету следующего года мне даже сложно спрогнозировать, что может у них как бы произойти. Потому что все проблемы, противоречия и внутренней напряженности, они накапливаются постепенно, а обрушение происходит Взрывается сразу. лавинообразно. Вот. Поэтому что выступит триггером этого дела? Может быть, какие-то внутриэлитарные группировки не будут ждать конца, не будут ждать, пока там Они все будут погребены под этой пока лавиной. Политбюро 2.0 там уебет ее в бетонную стену, значит, Россию, да, вот, а будут действовать на упреждение, вот, понимая всю пагубность, значит, курса как бы и так далее. Вот. Поэтому Советский Союз проиграл не потому, что он проиграл на поле боя, вот, и Россия проиграет и в конечном итоге развалится не потому, что она проиграет на поле боя. Вот. А когда произойдет их внутренний разлом, значит, и они начнут делить власть в Москве, будет не до Украины. Вот. И я абсолютно уверен, что мы вернем все свои территории В этот момент не мы как военным раз вернем, способом. да. Или почти не военным, просто с военной компонентой, Смотри, без особого сопротивления. Смотри, здесь есть комментарий хороший, вот, чтобы вы его развили в контексте того, что ты только что говорил. Полайкать эфир, нас уже больше 2000 смотрят, и это хорошо. На обоих каналах причем. Значит, это все сработало бы, если бы в России был какой-то политический процесс. Но в России нет политического процесса. Они фашизируют общество, и в случае чего могут спокойно уменьшить реальные доходы граждан раз в 5. Более того, Путину и нужно, чтобы радикализировалось общество, чтобы централизировать власть, укрепить силовой аппарат еще больше Отвечаю. и затягивать пояса. Не зря они разрабатывают это приложение, которое будет все контролировать и даже наказывает, если ты его ставишь запретом контроля. Отвечаю. Политического процесса нет. Все зачищено, зачищается в зародыше.
Кстати, российская налоговая служба самая автоматизированная, в хорошем смысле этого слова, налоговая служба мира. А, кстати, они все налоги повышают. Значит, тоже новость смотри, последняя. это я к тому, что любое телодвижение, любая как бы транзакция, и давно уже система мониторинга такая, что кто-то, кому-то, чего-то, где в зародыше может появиться какое-то финансирование какого-нибудь политического этого, оно уничтожается в зародыше, этого давно нет. Что такое отсутствие политического процесса и что такое, когда оно зачищено, вся поляна? Это как котел под давлением, у которого нет вот свистка, чтобы это давление периодически стравливать. Вот любые выборы это стравливание, да? Вот давление в котле, грубо говоря, да? Но вот у них этого нет. Это означает, что когда давление достигнет критических этих, то у них вся их социосистема просто рванет на части. Еще раз, рванет на части в клочья. Мое глубокое убеждение, что это скорее произойдет раньше, чем позже. Я не как бы не, это ж не аналитическая категория, то есть мы не можем это предсказать как и что, но по всей логике процесса, по всем трендам, которые есть. Более того, я уверен, что они точку неповорота прошли в этом процессе. Вот я уверен, что даже если вот, не знаю, власть поменяется и самая светлая голова там сядет во главе как бы Кремля, это вообще большая задача со звездочкой, как удержать эту страну от развала. Это поэтому точки неизбежный неповорота, процесс, да, это неизбежный процесс, я в этом уверен. Пара комментариев. Китай возьмет и ярд подкинет, ну я от себя добавлю, или 20 ярдов, или 50 ярдов, и будет воевать дальше за какие-то земельные уступки. Да, Китай сам в кризисе, но для них это... Это для них копейки, но у Китая есть другая логика. Они на самом деле используют войну в Украине для того, чтобы ослабить Запад, потому что поставки даже американской техники в Украину за европейские деньги это ослабляет Америку в потенциально будущем военном противостоянии. И более того, американские аналитики сами говорят, что мы не можем вести боевые действия на два фронта одновременно. Ну, есть публичное заявление даже там, министра обороны, Трампа и так далее. А с другой стороны, у Китая экономические проблемы, и им точно нет желания там, разбрасываться, потому что именно война России против Украины привела к заморозке проекта «Один пояс, один путь», сокращение объемов поставок китайской продукции на европейский рынок, соответственно, потери для китайской экономики. Поэтому у них там многофакторная история. Ну и, наверное, третье, это то, когда я встречаюсь с знакомыми китайцами, когда они говорят, понимаешь, мы не можем делать резкие заявления, у нас же общая там, граница с Россией. Я говорю, смотрите, в любом случае, когда Россия будет разваливаться, кто-то должен контролировать безопасность на этих территориях. Поэтому, хотите или нет, но где-то по Уралу у нас будет общая граница, так как мы будем контролировать эти две территории. Им очень нравится эта шутка. Поэтому я думаю, что рано или поздно они примут участие в наведении порядка в восточной части России. Вопрос такой. То есть наша стратегия это сидеть в обороне, пока Россия не развалится, Иран не развалился, Корея не развалилась, а вот Россия точно развалится. Разные ситуации, как можно их сравнивать? Абсолютно. Географически, этнически, тут есть центры, вокруг чего оно может развалиться, грубо говоря. Да, в Иране... Да у нас активная война идет, в этих странах нет активной войны. А у нас идет активная война, где Россия стирается, она стирает свой экономический потенциал, санкции усиливаются, самые крутые санкции вводят украинские военные, уничтожая энергетику и военную промышленность России. Ну смотри, мы же тоже стираемся. Вот, конечно. Но Виктор уже сказал, что наше стирание подкрепляется поддержкой партнеров. Самое большое стирание у нас это люди. Но построение киллзон автоматизированных с дронами, с НРКшками, нам, по сути, это инструмент асимметричной войны. Уничтожение российской нефтяной инфраструктуры – это асимметричная война. Блокировка российских аэропортов – это асимметричная война, которая наносит им непоправимый ущерб бизнесу, экономике, всему. Плюс киллзоны. Поэтому мы, да, выживаем, но другого сценария у нас нет. Вот если посмотреть палитру сценариев, это единственно возможный сценарий, при котором Украина может сохранить государственность и, если не выиграть, то, по крайней мере, прекратить войну на лучших на себя условиях. Тарас Федор пишет, перспектива обвала Украины изнутри. Месяц, север Украины выносят энергетику. Попенко публикует посты, как в Шостке сейчас на огне делают, варят есть, потому что нет ни электрики, ни воды, ни газу. Ну и, собственно говоря, это потихоньку расширяется, потому что... блэкауты и мы на огне варили. Смотрите, так получилось исторически, что я лучше всех или почти лучше всех знаю, что нам выносят, почему нам выносят, что надо было сделать, чтобы не выносили, что будет дальше и как вообще это все закончится. Понятное дело, что мы наделали много ошибок. Да, мы у тебя в эфире в том числе десятки раз об этом подробно рассказывали. Вот, да, есть моменты. Вот. Более того, мы завтра планируем поехать, например, в Чернигов на один из объектов, туда, в Черниговскую область, на один из объектов.
парламентской комиссией. Вот. Но у нас нет другого выхода. То есть, да, они заставят нас заплатить как бы за наши ошибки, вот, это больно, вот, но мы все равно выстоим. И энергетика выстоит. Вот, и нам некуда деваться. То есть мы обречены выстоять. Денис Олейник, занимайтесь самоуспокоением. Нельзя недооценивать противника. Экономическое обеспечение войны для России будет всегда. Много доноров. Агентурное присутствие спецслужб в Европе зашкаливает. Ну и так далее. Куча таких вещей. И здесь в этом контексте тоже важно. Ванейка пишет. Корректные вещи говорите. Проблема в том, что тыл Украины уже не верит в такие тезисы, как их не аргументирует. Какие именно тезисы не верят? Ну, что типа в России вот так вот как бы ситуация херовая там и т.д. и т.п. Не, ну он может как бы не верить, мы ж не залезем как бы каждому как бы в голову. Значит, случится так, как случится. Вот. Касаемо, например, там их ресурса мобилизационного, вот когда там 4 там, с лишним месяца назад, значит, товарища Мадяра Броуди назначали командующим сил беспилотных систем, значит, он одну из задач поставил, это уничтожение как бы личного состава, как один из KPI его, да, там пункт 1, да, и поставил задачу, вот он за 4 месяца их, по-моему, увеличил там больше, чем в 2 раза. Значит, к чему это привело? Это к тому привело, что вот эти вот там 30 тысяч, которые вот они там за месяц призывают, да, вот это привело к тому, что сейчас контингент их начал уменьшаться. То есть тот контингент, который есть в Украине, мы его выносим быстрее, чем они его возмещают. Это первое. Второе. Вот тот бесплатный контингент, или как бы, который можно было забрать вот такими вот без принудительной как бы, мобилизации. Так у них и сейчас бесплатно. Они же пообещают за убийство заплатить деньги, но трупы не забирают. Бомжей вымели, значит, тюрьмы пустые. Значит, извините, там есть подразделения, это мне вчера ребята рассказывали, военные, ну что радиоперехват. Туберкулезники, больные СПИДом, то есть у них есть уже отдельно, знаешь, такие практически умирающие смертники, которых не просто бросают. Говорят, думали, это какие-то позывные. Ни хера, реально там берут пленного, у него туберкулез, открытая форма. Сори, что перебил, да, поэтому там еще все раз, плохо. Нет, чтобы это продолжать при той насыщенности, вот и те вот треки, которые мы вот сейчас взяли и прочее, они будут вынуждены переходить к массовой мобилизации. А массовая мобилизация это один из ключевых факторов, который подорвет устойчивость их социальной системы. Это не значит, что сразу же будет там через неделю русский бунт, значит, бессмысленный как бы и беспощадный. Значит, но главная причина, почему вот они поэкспериментировали в сентябре 22 и до сих пор не возвращаются к этой идее, это именно реакция изменение настроения тогда, общества. 3 года назад, на это решение. И они очень сильно его боятся. Но вариант у них плохой и очень плохой. Вот, поэтому как бы нужно стоять. У нас нет другого выхода. Потихонечку предлагаю закругляться, но мы же так и не проговорили, что будет с томагавками. Тебя, по-моему, в эфире. Да, я там хотел они были сказать, вот нарисованы. на фоне всего этого, там, да, вот эта инициатива с томагавками, которая ночью прозвучала. То есть Хороший маркетинг. о каком треке она говорит? Или треках? Курчев. Все оружие, которое они нам всегда давали, они давали с определенными как бы, условиями. В том числе по целям, по которым можно пулять из него. Если говорить про платформу HIMARS и так далее, они, вообще говоря, нам согласуют каждую координату, куда она летит. Изначально они даже давали координаты, которые мы вводили. Ну, то есть там технически мы без них не могли мы давали им координаты, а они давали нам код, который мы вводили, который нужно вводить, чтобы ракета прилетела в нашу координату. Вот так оно все работает. Вот. Поэтому я думаю, что это то, что было произнесено вчера, это такой как бы закидон. Ждут реакцию Москвы в ближайшие как бы, дни. Если она будет неадекватна, вот, то, наверное, что-то дадут. Ну, повлияет ли это, повлияет ли, ну, с какими-то ограничениями. Вот. Повлияет ли это сильно как бы, на ситуацию? В принципе, нет. Вот. А вот если вот наши значит, разработки, да, вот, ну и ты, и я немножко больше знаем про, например, там Фламинго и всю подноготную, вот, которая за этим как бы стоит, чем, скажем так, наверное, общественность. Мы видим, что было несколько дискредитационных кампаний,
значит, против компании там Firepoint и этих, значит, разработок. Вот, я понимая это, вот, наверное, какие-то детские болезни есть, как бы у этого, но как только мы начнем массовое применение, значит, уже украинских разработок, которые могут лететь без всяких ограничений по любой координате, которые, значит, мы захотим, и начнем применять это с умом, то это может быть геймченджером вот, на поле боя. Вот. И можно, в принципе, за 2 месяца, например, активной работы, можно такого геморроя в тылу им наработать. Вот, они лишатся просто той ресурсной базы, которая финансирует, собственно говоря, обеспечивает возможность продолжения войны. Exactly. Сейчас вот, извини, выведут карту. Сегодня стало известно, что они несли мы удар беспилотниками на 2000 километров, то есть там где-то по Тюмени бахнули там, да. Вот я специально поставил картинку эту. Вот, Витя, скажи, в принципе, что означает вот как бы появление такой возможности бить вот на такую... Сейчас маленький комментарий. Есть разработки, которые уже позволяют на 3000 бить. То есть вопрос их там довершения тестирования. Поэтому это только начало. Если не будет у нас томагавков, у нас есть собственное решение. И дипстрайки, дроны, и по большому счету... Ну, Firepoint должен этого фламинго, они на 3000 должны бить. И поэтому... С сумасшедшей, хорошей, да, боевой частью. Говори. Да. Смотрите, можно так далеко не лететь. Значит, все, что там условно как бы до Волги, это там 1500, меньше, чем 1500 как бы, километров. Вот. Это там за Москвой, вот эти вот основные их промышленные как бы, узлы. Банк целей — это тысячи или десятки тысяч как бы, объектов. Вот. Надо принять как бы, вот одну как бы, стратегию, вот как вы вот, по всей цепочке, то есть не распыляться, да, а вот выбить вот, по всей цепочке. Как они делают? Да? Ну, к примеру, там, они производят боеприпасы и пороха. Боеприпасы и пороха. Какой там, не знаю, там компонента, значит, необходимо для производства, значит, всей цепочки Порох, да. порохов там, и так далее. Например, концентрированная азотная кислота. Вот они защищают свои заводы по концентрированной азотной кислоте? Ну, вряд ли, они не в приоритете. Например. И вот таких вот чисто технологических вещей можно, когда союзники бомбили, например, Германию, Третий Рейх, да, вот, по-моему, было только 4 завода по подшипникам. Угу. Вот разбомбили 4 завода, а тупо вся немецкая военная машина встала, потому что шариков нет для подшипников. Точка. Да, в мае 44-го. Можно асимметрично очень, как бы, вообще говоря, повоевать. И их военная машина как бы встанет. Если у нас возникают средства доставки, которые могут там, на 2000 километров принести боевую часть там, хотя бы в 100 килограмм. С этим можно уже работать. В эту игру можно играть вдвоем. Мы уже играем. Так, вроде бы сообщили, что эти дроны запускались с территории России, какие-то местные борцы с режимом, неважно. Главное, что есть возможность поражать и вот на такую дальность. И чем дальше это будет, как бы там, то тем больше таких будет возможностей. Ладно, хорошо. Все, буду вас отпускать. Амелия, напомню, просил, что тебе нужно бежать. Да. Виктору спасибо, Амелину спасибо. И Амелин вскоре, кстати, будет презентовать там стратегию 2035, да? Визия 2035. В ноябре, и мы отдельно сделаем еще Да. здесь у тебя закрытую презентацию для медоедов. Да, для медоедов будет презентация. И что, с Курсевым у нас тоже будет еще один эфир на этой неделе, либо на следующей. Да, мы планируем. Да, мы В обещаем. ближайшее время. Да, в ближайшее время по энергетике. И через 45 минут у меня моноэфир еще будет, так что в 20:00 включайтесь. Пока. Пока.